Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайв. Друзья, вы меня постоянно спрашиваете в комментариях, во всех роликах. Типа, Иван, подскажи, пожалуйста, что сделать? Включаем свет на машине, ничего не происходит. Дорога как была черная, такая и осталась. Что же это может быть? Подскажи, помоги, пожалуйста, выручай. Это вы мне так пишете, это крик ваш крик души, друзья. И в этом ролике я вам хочу... И сразу же на эти вопросы я вам отвечу, друзья. Попробуйте сразу первым делом, попробуйте поменять лампочку. Если вы лампочку поменяете, очень большая вероятность того, что ваши фары на вашей машине начнут освещать дорогу, друзья. Дорогу, которую вы не видите, когда включаете ближний или дальний свет. Это первый вариант. А Второй тоже самый простой способ, который может вам также помочь в этом безнадежном деле. Итак, озвучиваю его. Попробуйте протереть фару. Просто тряпкой влажной смочите ее в воде и протереть от грязи, которая налипла от впереди идущих машин на ваш автомобиль, на фары. Поэтому фары не освещают дорогу. Но... И не хотел я делиться с вами третьим, самым надежным, проверенным способом, который вот уже прям всем давно известен, но не все им пользуются. А это способ очень такой оригинальный, скажу я на этот счет. И поэтому вам говорю, раз вы смотрите этот ролик, раз я его загрузил на свой канал Юрганов Лайв, значит я им делюсь. Итак, простой способ, как сделать так, чтобы освещала вашу дорогу машина, фара вернее, освещала дорогу прям как новая фара. Итак, для начала я вам скажу так, все это вам я расскажу, покажу на примере этого Lexus LX 470. Фары у него вот такие, сдвоенные, красивые, я вам скажу, друзья, но не освещает. Кстати, усложняется задача вам показать этот момент, что здесь стоит фара с линзой. Линза не работает. Сейчас будем делать так, чтобы все заработало как положено. С этой стороны линза тоже не работает. Тоже покажу. Все проверено. Уже и протер фару. И дальний свет, и ближний протер, и лампочку уже поменял, но не освещает. Вернее, освещает, но очень плохо. Сейчас от этого будем избавляться. Итак, для того, чтобы этот способ заработал, не буду забегать вперед, сразу вам скажу, необходимо достать эту фару, снять ее с машины. А для этого потребуется снять бампер, отодвинуть, открутить крепление, и тогда фара у вас окажется в руках. Вот посмотрите, как светит. Это ближний свет. Это, можно сказать, просто габарит. Это дальний, но более-менее похоже. Но, тем не менее, все грязно, все мутно, дорогу не освещает. И правая такая же грязная. Пригрязный габарит. Ну, даже если сравнить, вот габарит и ближний свет один в один. Итак, друзья, этот способ действенный не только когда линза не работает, а даже когда у вас мутные фары, если у вас внутри грязь, внутри самой фары, отражатель облез. То есть этот способ действительно работает так, как надо. А теперь уж точно приступаем, достаем фару. Цель наша близка. Открутили несколько винтиков, шурупчиков, 3 штучки здесь и 1 сбоку. И казалось, фара уже доступна, но нет. Убираем этот пластик и надо еще откручивать. Здесь болтик, здесь винтик, и там внутри под ресничкой там тоже есть болтики, которые надо откручивать.
Вот тут, друзья, я вас немножко обманул, но в лучшую сторону. Если бы, на самом деле получается, что на Lexus 470, чтобы достать фары, не надо снимать бампер. Если бы это было надобно, то ролик бы увеличился на все 3 часа. А так вы этот ролик смотрите всего лишь буквально за 9 минут. Будете знать, как сделать с фарами такое, чтобы они светили как новые. Итак, на 100-м крузаке, который у меня, бампер снимается, на 470-м не снимается. Поэтому продолжаем. Что мы имеем? Сняли фары. Lexus 470 LX. Стеклянная, разбитая. Скол залеплен скотчем, потому что вода попадала. Итак, надо что-то с этим делать. Сейчас все это полностью обновим, доработаем, исправим. И будет как новая. Сразу обращаю ваше внимание, что когда откручиваете фару, снимаете ее с автомобиля, обязательно все делайте аккуратно, чтобы не отломить ушки крепления. Потому что если вы отломите, ваша фара будет уже ненадежно крепиться к автомобилю. А вот и фару установили обратно на место. Она стоит как новая. Что же вы, наверное, задаете вопрос, что же я такое сделал, что она стала так ярко светить и освещать. Обратите внимание, совсем другое дело. Прям яркость, вау, зашкаливает. Просто зашкаливает. Я ослеплен. Вы тоже ослеплены, друзья. Это теперь полностью огонь. И вы, конечно, спросите меня, что же я такого сделал, что же я сделал с фарой, что она теперь стала такая светить красочно, ярко, как новая, друзья. А я вам скажу так, забудьте про всякие способы пары ацетона, полировка фар, сода с лимоном и все это типа полирования. Все это ерунда. Самый эффективный способ, чтобы у вас освещение в автомобиле, освещение фар, дороги было прям идеально. Это надо всего лишь поменять фары, друзья. То же самое я сделал только сейчас. Это самый эффективный, самый распространенный способ, но при этом я скажу, что он и достаточно бюджетный. Если вы себе можете позволить поменять фары, делайте, и тогда дорогу вы будете освещать, автомобиль ваш будет дорогу освещать идеально, так как вы хотите, так как вы хотите. А я с вами прощаюсь, это канал Юрганов Лайф. Друзья, если вам видео это понравилось, если вы улыбнулись, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, как вы добиваетесь отличного освещения дороги, полируйте фары или там какими-то спецсредствами все это делаете. Обязательно напишите в комментариях. Если вам не понравилось видео, обязательно ставьте дизлайк. Ставьте, и также напишите этот комментарий, что да, вы чем-то недовольны. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, говорю вам пока!